Важа Пшавела, 21. Меня отправили сюда, ребят. Всем привет, Василина в Батуми приветствует вас. Я сегодня в поисках для Матвея библиотеки. И меня отправили на бывшую улицу Сталина, но это оказалось адрес Важа Пшавела. И меня встретил вот этот замечательный человек, который работает здесь уже 12 лет, на минуточку. Библиотека пока на ремонте, она закрыта, но такая энергетика этого места, я вам ее хочу передать. Она потрясающая. Такие старинные репродукции фотографий, да? Вот, сейчас я пойду на Джавахишвили 72, уже забила себе в Google картах и пойду. А здесь вот такие вот фотографии. Грузин. Как мне это все нравится. Цилиндров. Такая история. Вообще, да? Смотрите, как круто. Самую сейчас вам покажу. Самое сердце библиотеки старой, городской. Это вот. Запах, наверное, тут. Запах этих газет. Наверное, там. Сейчас уже готовят, чтобы отправить и потом А куда отправляют? штамп, чтобы как книга. Делают как книга? Да, старые газеты. Старые газеты делают потом книги. Ну, да, как книга, там Да? на любой Ух ты! месяц есть отдельно. А какого года самые старые, не знаете? Ну, наверное, начало века. Начало века? Да. Круто. Что больше 15 лет, 110 лет. Да? Да. 110 лет? Больше. Круто Ну, вообще. Меня разрешили еще вот сюда зайти. Это дворик. Дворик читательский. И вот можно тут под тенью, под кроной деревьев посидеть на лавочке и почитать книги. Но пока, к сожалению, библиотека закрыта. Делается ремонт. Ну, желаем вам, чтобы скорее вы открылись, профинансировали. И здравствуйте. Все заработало, чтобы люди приходили и читали. Дети особенно, пускай приходят, читают. Да. Ну, сейчас пойду, да. Угормеси Мадлоба. Отправляемся со мной в поисках книг для Матвея. В общем, список мне скинули. Учительница у нас есть очень хорошая во Владивостоке, которая помогла Матвею привить любовь к книгам. Мальчик у нас читающий. Ну и Милана тоже, она за ним смотрит, конечно, и тоже. Меня многие спрашивают, как я вообще научила ребенка читать, что он у меня читает. Это, знаете, как-то само собой получилось, мне кажется. Но я все время, у меня где-то какая-то мечта была, я не знаю, со скольки лет, что я хотела дом и чтобы у меня была библиотека. Вот, хотя я в свое время очень много книг прослушала аудио, и ну прям к чтению у меня сложности были, по чтению. У Матвея тоже были сложности в 1 классе. Он не мог складывать буквы, слоги, слова. Но вот как-то это все мы откорректировали, справились, и сейчас он достаточно много читает, хорошо. И недавно он заявил мне, говорю, что он хочет какую-то классику начать читать. Ну вот, чтобы не отбить ребенку этот аппетит, желание к чтению, нужно подобрать какую-то такую книгу, как вот в свое время, да, дети зачитывались Гарри Поттером. И это такая фантастика. Вот я все-таки думаю, может быть, Гоголя, там же мистика, ну что-нибудь подумаем. В общем, у нас большой список книг, нам написала учительница, именно для его возраста, для 13 лет. Я могу список книг опубликовать в описании. У кого мальчики 13 лет, такого возраста, можете проходить и этим списком пользоваться.
Мопсик гуляет. Вот смотрите, город оживает. У нас очень жарко. Я сегодня к 9 ходила на массаж. Вот тоже старое здание, в котором расположен сейчас банк Джорджия. Вот сейчас время, ребят, 10 час. И уже город оживает. В 9 часов утра я шла, на улице никого не было. Цветочки разноцветные. Вот сейчас я иду по улице от площади Европы к парку 6 мая. И уже потом буду направляться в библиотеку. Сказали, что там очень много детских книг. Ну вот, пойдем туда. Сейчас встретила прям по улице Миланкину воспитательницу Аню. Она тоже смотрит YouTube-канал, социальные сети все. Наблюдает за Миланой. Она ее любимица. Вот. И так вообще приятно, когда идешь просто по городу. И у тебя улыбаются люди, тебя уже тут знают. Ну, в общем, многие, хотя блогеры говорят о том, что они не хотят показывать своих лиц. И я знаю, что в Батуми есть несколько таких блогеров, которые не показывают свои лица и считают это некомфортным для них. Ну, каждому свое. Я, наоборот, очень открыта. И когда мне пишут люди и хотят там познакомиться, встретиться, и если у меня есть такая возможность в плане времени, то я встречаюсь с людьми. Вот, и мы разговариваем. Так, красный светофор зажегся. У меня, смотрю, сейчас на видео будет такой этот завал на лбу. Я была на массаже и сейчас активно занимаюсь своим телом. Я стройнею. Заниматься стала спортом немножко. Вот, и поменяла свои пищевые привычки. И через меня, через мой пример, я решила, что пока я сама это не преодолею, мне нужно помочь Вахтангу. Продолжается мое путешествие за книгами. И вот в такой я попадаю цветущий рай. Слушайте, не могу найти эту библиотеку здесь. Сейчас пойду спрашивать. Гамаржоба, а подскажите, пожалуйста, библиотека, мне сказали, где-то здесь. Прямо, да? Мадлоба. Фу. Ну, наконец-то, ребят, мои поиски увенчались успехом. Я нашла ее. Ух ты, прохладно, хорошо. Ну все, это уже похоже на библиотеку. Гамаржоба. Ребят, ну вот я нашла эту библиотеку, и здесь всего 2 этажа русской литературы. Вот так, ой, 2 стеллажа, 2 этажа выглядят. Вот. Книги какие вы хотите? У меня есть список. Честно говоря, я хотела ребенка просто привезти сюда, ему 13 лет. Возможно, он сам бы что-то тут повыбирал, посидел, посмотрел. Ну, я сейчас по списку пробегусь, может быть, вы мне подскажете, да? У вас же есть список ваших книг, какие есть. Давайте. Ну, в общем, как видите, ребят, кто отправлял меня, что есть литература на русском в Батуми. Ну вот, пожалуйста, вот такой объем. Мальчик, он сидит, читает, голубоглазый. Сейчас я, значит, зарегистрируюсь тут и возьму 2-3 книжки. Возьмем пока 3 книжки почитать. Здесь у них такой еще зал. Молодой человек, можно я вас немножко побеспокою? Как тебя зовут? Спартак. Как? Спартак? Да. Меня Василина зовут. Я веду YouTube-канал и рассказываю людям о Батуми, кто ни разу здесь не был. Я тут все уже объехала. Ты много где был? Нет, только тут, но я все объехала. Все Батуми? На велике? Нет. Нет? Я, Как у меня, ты путешествуешь? на такси ездил всегда. Да? Ты один ездишь или с родителями? С родителями. М, Только сейчас понятно. папа остался. Спартак, покажи свою книгу.
Смотрите, читает, что Спартак Джека, и он читает «Белый клык» сейчас, да? Правильно? Да. У меня Матвей тоже прочитал. Спартак, тебе сколько лет? 9. Моему сыну 13 лет, его зовут Матвей. Может, я вас познакомлю с ним? Ты хочешь друзей себе? У тебя есть друзья? Да. Много? Да, возле дома нашего есть алтайцы. Кто? 3 брата. Три брата? Да, алтайцы. Алтайцы? Они с Алтая приехали? Да? Да. И ты с ними Олег, дружишь? Артём и Саша. Да? Да. Друзья твои. А почему они не ходят с тобой в библиотеку? Он не ходит. Ходят? Да, Да? только уехали уже. И вы тут вместе все сидите и читаете? Да. Ну, еще бывает мой брат приезжает. Да ты чё? У нас 3 братьев и 1 сестра. Да? Каждый день. Каждый день? Да. И по чуть-чуть читаешь, сидишь? По 3 часа где-то, да, ты говорил? Вот 3, первый раз 4 читаю. 4? Мгм. Тебе нравится? Да? С понедельника могу только на 11 ходить, потому что тренировка будет. А ты спортом еще занимаешься? Да, Как- 2 спорта. Каким? Хоккей, футбол. Какой ты молодец. Хоккей бывает в 9 и в 7 Мгм. утра. Ну давай, очень приятно познакомиться. Спартак. Так, вам карточку надо, да, отдать? Да. Ну все, угор Месси матлал. Арабрис. Все, Спартак, до завтра. Завтра придем. В общем, я взяла 3 книжки всего. Ну, завтра приведу сюда Матвейку. Может быть, подружится со Спартаком, обменяются, может быть, какими-то книгами. Ой, боже мой, какой зной. Просто солнце палит. Ну вот, ребят, такая библиотека в Батуми. Не густо, но что делать? В общем, мне еще в комментариях там написали. Ой, солнце невозможно. О. Написали мне в комментариях, что еще есть какие-то магазины в старом городе, где тоже есть это классическая литература на русском языке. Ну, посмотрим, будем искать. А так вообще еще идею мне дали, что можно просто распечатывать электронную книжку, распечатывать и читать в распечатанном виде, как книгу. Мы так делали учебники, но книгу еще ни разу не распечатывали. Поэтому, может быть, стоит попробовать. Белье сохнет. Смотрите, как вам такая архитектура бронзового века. Вот такие вот строят проекты в Батуми. Ну, в общем, я сегодня, как мой тренер мне сказала, 6 километров, наверное, думаю, прошла. Сейчас посмотрю по шагомеру. Вот, и уже солнце в зените. Надо срочно убирать голову с этого пекла, а то напечет. Ну вот моя добыча. Астафьев, Тургенев и Александр Сергеевич. Все, понесу домой сейчас. Села немножко на лавку отдышаться. Ну и у меня сегодня такие размазанные мысли по всему ролику, да. В общем, как приучить ребенка к чтению, вот мой опыт, да. Я когда прихожу домой, либо мы когда покупаем книгу какую-нибудь, и это вот изначально так было, да, я устраиваю как бы сначала, это было как искусственный такой праздник, мини-праздник. Я, допустим, захожу домой, и как вот раньше, да, письмо приносили, да, с войны, и говорили: танцуй, танцуй. И я вот прихожу, приношу книгу, да, Матвею в подарок, и говорю: танцуй, танцуй. Ну, как бы я искусственно поднимаю такой уровень радости. Сначала это было искусственно, а потом я стала замечать, что это действительно у ребенка уже есть неподдельный интерес к чтению, и он как бы ждет. И как мы раньше, допустим, над нами ржали в детстве, и когда там на день рождения идешь и говоришь: лучший подарок — это книга, и все такие ха-ха-ха, там подростки, да, но это вот мое было детство, то сейчас, ну вот, допустим, в моей семье
Я не могу говорить, да, за другие, но книга это действительно подарок. Во-первых, книги сейчас очень дорогие. Вот, и чтобы купить там, допустим, того же Гарри Поттера, да, ну, как бы это дорого стоит, тем более здесь, в Грузии, это надо еще найти эти книги, да, на русском языке. Вот, то есть такой как бы дорогой подарок считается, если ты там несколько томов, хорошую серию книг купишь, вот, то не дешевое удовольствие, поэтому это действительно праздник, да, купить домой книги, принести, или вот сейчас, если я Матвея заинтересую библиотекой, вот, тем более это недалеко от нашего дома, то сюда ходить, и пускай он ходит и знакомится вот с такими мальчиками, вот, может быть, завтра действительно мы придем, познакомятся они, может быть, и подружатся даже. Несмотря на то, что у них разница в возрасте, ну, найдут какие-то общие интересы, тем более они читают одинаковые книги, вот, и у них, им будет о чем поговорить, я думаю. Так что вот такие дела, ребят. Кстати, также и Милану я приучаю к тому, что я все время подчеркиваю то, что читающий человек, да, это очень интересный человек. Я все время своим детям говорю, что ой, ты прочитал книгу, это так круто. Даже то, что я не читаю, да, у нас Вахтанг не читает, у нас в доме нету такого, что мы там все такие сидим, знаете, и читаем книги по вечерам. Далеко. Вот, но тем не менее, как бы Милана смотрит за Матвеем, и она тоже, прочитав букварь, уже, ну, был у нас праздник даже, я говорю, это будет праздник, ты прочитаешь букварь, свою первую книгу, это праздник, там, мы подарим тебе подарок, 50 лари, вот, пойдем в библиотеку и купим тебе книгу новую, которую ты сама выберешь. То есть, понимаете, это как бы настрой такой в семье. Вот, и, возможно, сначала вы будете его искусственно создавать, но если вы будете стараться, у вас все обязательно получится. Как красиво. Ребят, смотрите, в Батуми вот так с машины. А вы еще где-то стоите, наверное, да, в разных районах города? Мы только Не, мы открыли только. Только открыли? Только мы открыли. Как где-то там? А давайте я вам этот телефон, вы мне дадите, я вам скину список книг. Мне нужна литература советская. Записывайте. И, может быть, у вас что-то у вас У нас есть? мы все можем доставить. Хорошо. Смотрите, художественная бронза, книжки такие. Давайте я вам положу сюда и смотрите. Да не, я вот так просто немножко обзор Это сделаю. очень интересно. Музей русского искусства. Музей русского искусства. Вот какие вещи, посмотрите. Да. Это бронза. Давайте телефонами обменяемся. А здесь у них еще вот такие... Вот это старые 60-е годы. Ручка какая-то. Открытки, видите, какие? Вот здесь у нас медали есть, профсоюзы отжали, их нигде невозможно достать. Нигде, только в отделе. Вот эти. Вот это, допустим, Олимпиада. Павлово-Посадской церкви. 1703 год. Да, ну это реплика. Реплика. Ну, это здесь разное. Это Сталин молодости. Ты видел молодой какой? Да. Нет. Это во времена студенчества. Он в Семинар. Батуми, он же в Батуми тут. Ну, он в Тбилисской семинарии учился. На площади. Ну, в общем, много здесь. Церетели, пожалуйста. Вот это уже генералиссимус. А вот это, посмотрите, какой интересный. Старый. Рисунок. Муравья. Открытки советские, смотрите. Да, открыт. Человек рассеянный с копейки, улицы да? бассейна. Покажи цену. Человек рассеянный с улицы бассейна. Сел в оцепленный вагон. Да, 2 копейки. место говорит. Шапки, одел сковороду. Есть этот момент. Когда он сковороду одел? Вместо шапки на ходу он надел сковороду. Сковороду. Вместо валенок перчатки натянул себе на пятки. На пятки, точно. Марки еще. У меня такие были марки, я помню. Представляешь, это же Пиросмани. Николас, Пиросмани, да? Пиросмани, Пиросмани. Николас. Вот смотрите, это 1891 год. Вот это, смотрите, какое
Можно сколько сказать, такая стоит, вручную. интересно? Вот прочитайте. 1891. года. Знаете, какая работа? Кожа, переплетка, состояние. Какая цена? Старая. 80 лари книга. Совсем не то. Лари это вообще. Что за деньги? Слушайте, я же Смотрите тоже раньше состояние марки там. собирала. У меня были Состояние. марки. Альбом вот такой. Она там сотни Тогда евро. было модно. В советские В времена. Германии, наверное, или в России. Ну, немцы тут тоже ходят. Они как тут Нету здесь немцев. А мы 7-й день только работаем. Понятно. На тему книг еще хочу вам сказать, вернее попросить. Очень часто нам пишут подписчики, которые приезжают в Батуми и постоянно пишут, что Василина, что вам привезти, какие гостинцы привезти, там колбасу с Украины, какую-нибудь там с Белоруссии, какой-то козык там с Казани. Ребят, не надо нам еды, я вас умоляю, мы тут не голодаем. Привезите нам книги, если есть возможность привезти книги или как-то передать нам посылочку, мы будем очень вам признательны и благодарны. А мне с русалочкой. Вот Милана хочет с русалочкой всю книжку, потому что, ну, действительно есть здесь такая проблема. Мне говорили, ой, да много книг, сходите в библиотеку. Ну вот, я сделала рейд, я сходила в библиотеки, одна библиотека закрыта, второй библиотеки всего две полки, да, там стеллажа маленьких с книжками на русском языке. В общем, ну, чтобы найти тут какие-то классические произведения, то есть это надо постараться. Может быть, кто-то из грузинской аудитории смотрит, и у кого-то есть книги, которые могут, ну, если вы можете с нами ими поделиться, очень будем вам тоже признательны. Вот, так что лучший подарок для нас и гостиниц это будет книга. Да, вот я иду по улице и просто гранаты висят. Можно протянуть руку. Да? Висят гранаты. Вот так по улице. А вот это инжир. Дерево инжир большое. Вон там инжир тоже. Он еще маленький. Ну, вот это инжировое дерево. Или инжирное, как правильно. Ехала вообще жарище. Видите, я стараюсь перебежками забегать в тенек и идти по маленьким дворикам в теньке, прячась от солнца и от просто жары неимоверной. Поэтому, если приезжаете в Батуми, обязательно, если солнечная сторона, да и вообще до лета, чтобы рабочий был кондиционер, это очень важно. Потому что я сейчас приду и без кондиционера дома очень тяжело. Вот. Ну и также, если вы планируете отдых в Батуми, отпуск в Батуми, рассматриваете Батуми в качестве ознакомительного какого-то тура, обращайтесь к нам. У нас есть апартаменты в апарт-отеле Орби Сити. Сейчас я как раз буду проходить эти апартаменты. Вот здесь у нас, о господи, под ноги не смотрю, видите, все вам да вам. Себя не берегу. В общем, вот тут у нас вот такая стройка идет. Там, кстати, с колоннами вдалеке, это балетная школа государственная. Мы туда Милану водили. Вот, но пока мы что-то не тянем на балетную школу. Ну вот, смотрите, это у нас аллея героев уже, закулисье. Аллея героев, ну и стадион. Вон там проглядывает Орби Сити. Третью башню они уже достраивают. И в корпусе С, в корпусе А у нас есть апартаменты в управлении. Вахтанг занимается непосредственно апартаментами, я рекламой. Вот. Поэтому обращайтесь, телефоны я указываю. У нас есть студии, двухкомнатные, трехкомнатные апартаменты в апарт-отеле Орби Сити. По ценам и бронированиям, пожалуйста, пишите в WhatsApp Вахтангу. Он вам скинет видео и какие актуальные цены и что сейчас есть в наличии. Но, пожалуйста, заранее надо бронировать, ребят, потому что сейчас сезон, и если позвоните и сразу хотите заехать, может не так получится, что не найдем даже. Потому что очень много желающих отдохнуть в этих замечательных апартаментах. Орби Сити, конечно, не для жизни, мы всегда говорим.
на постоянку, но приехать в отпуск на 2 недельки само то. Будет супермаркет, гипермаркет Carrefour, автомоечка, видите, очень много приусов. Да, такая машина сейчас очень, да, популярная, экономичная. Ну, вообще везде, наверное. И здесь вот у нас продолжается реконструкция аллеи героев. Они что-то затянули эту реконструкцию, конечно. Не знаю по каким причинам. Хотя строится здесь очень все быстро, ребят. Стройки не останавливались даже в пандемию. Продолжали строиться. Ночью строится тоже и Альянс, и Орби. Поэтому строятся здесь дома, конечно, вырастают быстро. Но вот почему-то аллею героев они очень долго уже делают. Вон, видите, тоже что-то переворачивают, закатывают в бетон. А здесь были красивые цветы, росли. На клумба, видите, тоже все перерыли. Наверное, будут еще красивее что-то делать. Ну, посмотрим, посмотрим. Какие-то котлованы прям роют. Сняли весь вот этот бетонный. Что, трубы меняют? И здесь тоже, да, трубы, наверное, меняют. Ну, такой вот этот райончик очень считается перспективный. Вот здесь, если приобретаете недвижимость, там еще дальше он строится. Бумбати застройщик. Бумбати. Слушайте, ну я сегодня маху дала, конечно, 6 километров точно прошла. Но я почему-то сегодня не одела шляпу. Это нельзя делать. Просто очень жарко. Ну и лицо загорает не очень хорошо. Для молодости кожи, опять же. Да, кто еще не знает, что мы тут приняли решение. Мы. Почему говорю мы? Я с Вахтангом советуюсь по этим вопросам, поэтому у нас на семейном консилиуме мы приняли решение, что мое желание, мою мечту нужно осуществить. И, скорее всего, к осени, к ноябрю я сейчас активно ищу себе доктора, пластического хирурга. Может быть, кто уже смотрел, мы ездили в Турцию, в Трабзон искали, там на нескольких консультациях я была. Так что я буду делать пластическую операцию и буду вам об этом рассказывать. Девочки, женщины, кто боится, вот. У меня есть очень хорошие примеры, кейсы, где очень хорошие результаты от операции. Поэтому я все-таки думаю, что никакие липолитики, никакие уколы, никакие филлеры не дают такого результата. И 45 лет в этом году мне это очень хороший возраст, чтобы сделать такую операцию и не тратить деньги на инъекции. Ну, это мое субъективное мнение. Конечно, я не настаиваю, вот, и никого не подталкиваю, но просто рассказываю свой личный опыт и свой пример, и буду показывать на этом канале свой опыт, и как это все будет проходить, буду делиться. Поэтому, девчонки, подписывайтесь, если кто еще не подписался, на мой YouTube канал, на мой Instagram. На Instagram тоже буду публиковать, и TikTok, все социальные сети. Да что такое? Все социальные сети будут задействованы. Вот, поэтому у нас есть в Тбилиси тоже доктор хороший, клиника хорошая. Суломайнидзе, по-моему, семья пластических хирургов. Они изобрели аптосы, это такие нити для подтяжки. Тоже мне рекомендуют съездить к нему на консультацию. Ну, в общем, Грузия или Турция. Все-таки я больше склоняюсь почему-то к Турции. Возможно, это Стамбул. Но пока еще не нашла своего доктора. Буду искать. Так что будем искать доктора. И вам обязательно все расскажу. Ух, дошла я, смотрите. Вот они, 3 башни. Как это смотрится с этого ракурса. Обычно все с бульвара показывают. Ну вот смотрите, как уже достраивается Орби, 3-я башня. Уже они делают отделку вообще просто на глазах. Видите, такие вырастают махины. Многим это не нравится в Грузии и в Батуми. Местным. Они против, конечно, вот таких небоскребов. Но город, видите, развивается вот такими темпами.
Поэтому застройщикам выгодно, конечно, на маленькой площади возводить вот такие высотки. Но это все-таки бизнес. Для многих это бизнес, конечно. Ну и также люди, которые, грузины тоже зарабатывают, да, они сдают эти апартаменты в сезон, сдают недешево. Поэтому зарабатывают все. Ну, кто на диване, конечно, не сидит. Многие говорят, что ой, в Грузии нечего делать, тут не заработаешь. Не зарабатывают те и говорят такое, которые не привыкли работать, я думаю. И которые вечно все обсирают и говорят, что все везде хреново. Одни мы принцы. Ну, ребят, ну наконец-то я добрела. Мне так нравится вот сюда заходить, в наш дворик. Академия, видите, у нас тут расширилась бокса. Матвей куда ходил. Вот. Но мы сейчас что-то думаем на плавание. Хотя он что-то такой домосед стал. Он приехал после лагеря и не хочет даже на море с нами ходить. Мы ходим по вечерам, купаемся, плаваем. Мне нравится ночью купаться. И Миланка меня в этом поддерживает. А Матвей ни в какую, говорит, не хочу и все. Вот у нас здесь кафешка, супермаркет. И тут у нас такой ветерочек, так продувает хорошо. Особенно у меня на террасе, на нашей большой террасе. Постоянно ветерок такой. А на маленьком балконе очень жарко, солнце. Вот, а здесь очень хорошо. Ветерок. Ну, в общем, все, ребят. Прощаюсь с вами. До новых встреч. И обязательно подписывайтесь на канал. Шерьте и не забывайте ставить лайк.